Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами мастер Фида, мастер спорта Украины Пунин Андрей. И в этом видео я расскажу про исторических соперников Стейница, которые либо принимали участие в матчах на первенство мира, либо были вторыми номерами рейтинга. Откуда же мы возьмем этот рейтинг? Мы используем исторический рейтинг. Это было создано ученым Сонасом на основании результатов турниров. Причем рейтинг создан таким образом, что если игрок не выступает какое-то время, то его рейтинг постепенно опускается. Видим, безусловно, до 1890-х годов Стейниц был номером 1 и чемпионом мира. Также мы поговорим, какие были стили игры у соперников Стейница. Если вы не смотрели предыдущее видео, то Стейниц оценивается как динамический стратег. Именно позиционный счетный. Ласкер оценивается как универсальный игрок. Также мы будем использовать численную. Это, как обычно, мы используем Pidgeon Spike. Мы берем интервал, который нас интересует для Стейница. Согласно историческому рейтингу, это интервал с 1882 года. Ну, безусловно, можно брать более ранние партии, поскольку он попадал в топ-5 мира. Но нас интересует текущая форма, а не то, что было, скажем, 8 лет до той партии. И последний турнир Стейница — это турнир в Вене 1898 года. Настройки Pidgeon Spy, как обычно, как я использовал в других видео про чемпионов мира, чтобы было что сравнивать. Мы отбрасываем 10 ходов в дебюте. Мы используем Stopfish 11 как сильнейший движок. Ну, надо понимать, что, конечно, есть нейросеть, она еще сильнее, но нам интересно сравнение именно с движком, поскольку нейросеть намного глубже и понимает шахматы на расстояниях. Интересует все-таки сравнение с 3200 рейтингом, а не с 3600. Без ошибок, точная игра. И время от 1 до 6 секунд на ход, глубину 16. Это стандартные результаты. Теперь посмотрим цифры для Стейница. Мы будем обращать внимание на два главных параметра. Это число грубых ошибок у Стейница. Это 5,6%. То есть это когда в позиции теряется более чем одна пешка. И мы также будем смотреть на CP lose mean, то есть средняя потеря сантипешек. И для Стейница это число 25. Эти цифры берутся в неопределенных позициях, то есть позиции, оценка в которой находится в интервале от -2 до +2. Будет интересно. Ну и поехали. И мы начинаем с Иоганна Германа Риккардорфа, который принял участие в первом матче на первенстве мира против Стейница. Он представлял несколько стран, родился в царстве польском, затем, поскольку он был сыном прусского миссионера, долгое время проживал в Германии, можно назвать его учеником некоронованного чемпиона мира Адольфа Андерсона, и затем он переехал в английскую империю и основную часть карьеры провел под английским флагом. Нужно отметить, что, согласно сайту Chessmetrics, Цукерторт занимал первую позицию исторического рейтинга в разные периоды времени с 1878 по момент потери, скажем, первой позиции ввиду проигрыша в матче на первенстве мира в 1886 году. Поэтому для анализа были взяты его партии следующего периода. Первые партии — это матч Цукерторт-Андерсон 5-2, в котором вышел на мировой уровень. И последние — это уже не очень хорошие турниры. Британский конгресс конца 1887 года. Нужно отметить, что, к сожалению, после того, как он в 1886 году проиграл матч Стейницу, его результаты пошатнулись, и он очень рано умер. Конечно, надо отметить предпосылку первого матча на первенстве мира. Надо посмотреть на турнирные таблицы. Турнир в Вене 1882 года. Первое место Стейниц. Четвертое место Цукерторт, всего на 1,5 очка разница. И второй большой турнир — это турнир в Лондоне 1883 года, в котором Цукерторт победил с разницей в 3 очка. Второе место занял Стейниц. Поэтому это была первая предпосылка к матчу. Вторая предпосылка к матчу — это то, что фактически Цукерторт
подсидел Стейнец. Стейнец многие годы вел журнал, его уволили, он приехал в Америку, этот журнал сразу же начал вести Цукерторт шахматный. Ну, в принципе, поэтому рано или поздно этот матч должен был случиться. Матч происходил на интересном уровне. Ну, прежде чем поговорить про матч, поговорим про точность и стиль игры Цукерторта. Как видим, на основании анализа 290 партий у Цукерторта 26 средние потери сети пешек, что очень похоже на Стейнеца, но количество грубых ошибок чуть больше. 6,1%. И особенность стиля Цукерторта заключается в том, что это чистый представитель своей эпохи, как видим, высокий уровень риска, высокий уровень агрессии. Но надо отметить, что по сравнению с следующими шахматистами, соперниками Стейнеца, все-таки Цукерторт кое-что понимал в позиционной игре и кое-как мог разыграть теорию. Самая его известная партия перед матчем до первенства мира — это партия, которую наверняка все знают. Партия Цукерторт-Блэкберн 1883 года, которая выглядит очень современно. Мы видим французскую структуру с пространственным перевесом, и Блэкберн решил создать контр-игру ходом f5 и f, конь f6, после чего была произведена одна из самых известных комбинаций XIX века, которая является идеальным счетом глубокого варианта. f5, конь e4, размен на e4, fg, ладья c2, gh, король h8, и здесь неожиданно после d5 и 5 следует жертва ферзя. Принимать жертву нельзя ввиду форсированного линейного мата, но на ход ладья c5 последовал ладья f8 и избитие. Ну, скажем, партия впечатляет и говорит о том, что у Цукерторта, безусловно, был хороший счет вариантов, несмотря на то, что его игра достаточно интуитивная. Поэтому, безусловно, он идет в категорию атакующих интуитивных игроков. Но нужно отметить, что если бы он позанимался бы, скажем, он бы мог перейти в атакующие счетные игроки и быть более опасным соперником. Вот теперь кратко о матче на первенстве мира. Цукерторт в нем захватил на старте перевес с счетом 4-1. Вот эти партии, в которых, в принципе, можно понять, что, во-первых, он был контратакующим игроком, во-вторых, он мог создавать оппозиционные атаки. Во второй партии матча, как видим, была разыграна шотландская партия. И в данной позиции начались, как видим, активные действия со стороны Цукерторта. Ну, и на самом деле Стейнец мог ударить на d6 прямо сейчас, ударил чуть позже. На самом деле, с точки зрения позиционной игры, все нормально у белых, но вот когда возник шанс на какую-то угрозу, Цукерторт, безусловно, воспользовался. Как видим, создал пешку d, подождал момента, позиция короля ухудшилась, и последовал тактический удар слона f3, после чего сила проходной пешки d слишком велика. Так что, можно сказать, контратакующие шахматы, и то же самое можно сказать по поводу подготовки атаки. Следующая партия, третья матча Стейнеца, и здесь, как видим, очень долго идет в славянской защите подготовительный этап, медленная позиционная игра, ну, то есть это выглядит очень современно до какого-то момента. И затем черные сосредоточились на ферзевом фланге, белые идут в атаку на королевском фланге. Я не буду говорить, где ошибки в этой партии, просто нас интересует сам характер игры. И вот дождался он момента, когда можно нанести удар, и видим далее стремительную атаку ладья h7. И это ничего вечным шахом, поскольку можно подвести к атаке ферзя, добивание. В принципе, в таком же стиле Цукерторт выиграл на контратаке четвертую партию и провел позиционную атаку в пятой партии. Но Стейнец очень хорошо начинал чувствовать своего соперника после начала матча. Мы увидим это и в других матчах на первенстве мира. И вот, собственно, две партии, в которых Стейнец показал, что он будет делать: гасить инициативу Цукерторта черными, а белыми сам играть очень активно.
Ну вот после этой черной партии, это 7-я партия матча, в принципе, оказалось, что Цукерторт не очень понимает, что делать в позиции с изолированной пешкой. То есть вот эта вот расстановка, конечно, огромное изобретение со стороны Стейница, маневры. Стейниц понимает, что надо подменивать фигуры. Ну и вот следует тактический удар в какой-то момент и массовые упрощения. Ну, позиция короля слова. И Стейниц в этой партии победил. То же самое можно сказать про игру Стейница белыми, поскольку Цукерторт использовал берлинскую защиту, и вот эта партия тоже выглядит очень современно, поэтому белые играют на инициативу, очень хороший ходак конь Е4, ферзь Е3, маневры, видим, что симметричная позиция, но белые очень инициативно играют на атаку, и в какой-то момент не фиксируют ничего повторением ходов, а продолжают. Кстати, как вы заметили, не было тогда такого правила, видимо, поскольку несколько шахов было, можно продолжить было игру. А белые выиграли пешку, и дальнейшую часть партии нам не очень интересно смотреть. Они реализовали перевес в окончании. Поэтому мы видим типичного позиционного игрока Стейница и Цукерторту, когда Стейниц смог адаптироваться под его игру, стало крайне сложно. И в результате он проиграл этот матч с счетом 5-10, несмотря на то, что на старте выигрывал 4-1. Поэтому общий итог по Цукерторту, безусловно, это был достойный соперник для Стейница. Мы видим в нем определенную позиционную игру, но из-за того, что он проиграл данный матч и, видимо, перенервничал и рано умер, он не смог в полной мере раскрыть свой потенциал. Ну и мы движемся дальше. И на очереди у нас Джозеф Генри Блэкберн, английский шахматист, автор мирового рекорда, поскольку он за свою шахматную карьеру, если учитывать партии с классическим контролем и партии с сеансов одновременной игры, сыграл 100 тысяч партий, и достаточное количество этих партий попало в базу, около 1000 партий. Поэтому, безусловно, это шахматист, который раскрылся полностью, даже больше, чем столько партий играть. И столько партий в сеансов одновременной игры говорит о том, что, безусловно, это было интересно людям платить деньги за то, чтобы поиграть с столь креативным шахматистом. Но он был не только настолько креативным игроком, он также долгое время был номером 2 исторического рейтинга с 1873 года по 1889 год. Ну а в топ-10 он попадал до 1896 года, поэтому партии, которые в данной выборке, они с 1870 года, турнир в Баден-Бадене, до 1896 года, турнир в Нюрнберге. Почему он занимал настолько высокое место на протяжении определенного периода после того, как Стейниц выиграл матч у Цукерторта? Дело в следующих двух турнирах. Конгресс 1885 года, второе место. Первое место Гунцберг, в котором мы поговорим чуть позже. И в 1886 год дележ первого-второго места с Бёрном. Также он выиграл матч уже у терявшего силу Цукерторта. Поэтому, безусловно, все эти три результата давали ему возможность в период с 1886 по 1889 год претендовать на матч со Стейницем. Почему это не случилось? Ну, скорее всего, Стейницу просто это было неинтересно, поскольку он в 1876 году победил Блэкберна с сухим счетом. И, видимо, ему хотелось какого-то другого соперника. Также в какой-то момент потом Блэкберн проиграл матч Гунцбергу, поэтому что-то не сложилось. Но, тем не менее, если мы говорим про силу игры Блэкберна, она удивительно сильная. Как видим, он в среднем терял 25,6 сантипешек и делал не так уж и много ошибок, 5,5%, что до того периода времени и его стиля игры — это достаточно хороший результат. А стиль игры, как мы видим, у Блэкберна был
максимально агрессивным. Видим, что мало позиционной игры, все идет в агрессию и риск. И, безусловно, очень маленькая теория, то есть это не такой комплексный шахматист, как Цукерторт, который играл d4, собственные дебютные ветки в d4 придумывал, а это такой атакующий шахматист, который придумывал, например, гамбит Блэкберна Димара. А так что это как раз квинтэссенция атакующих интуитивных шахмат, и, безусловно, он идет в данную категорию. И если сравнивать по силе игры, я думаю, что он, поскольку его карьера продлилась больше, чем у Цукерторта, идет выше в данную категорию, и это более, скажем, атакующий интуитивный игрок. Как мы увидели, у Цукерторта больше позиционной игры, так что стиль выражен. Ну и посмотрим несколько примерных партий, чтобы понимать, как играл данный шахматист. Очень хорошая партия против Липшица в турнире 1889 года. Но надо отметить, что дебютная часть — это то, что как раз плохо у Блэкберна. Он делает нормальные хода, но затем идет игра от непонимания, то есть он отдает пространство сопернику, отдает преимущество двух слонов, начинает неподготовленную атаку на королевском фланге. То есть вот все до определенного момента очень плохо для белых. Но вот как только возникает возможность провести стремительную атаку, то у него это получается. Если бы черные не сыграли ЦБ, у них решающий перевес, но после ЦБ все хода белых это лучше. Идет стремительная атака, жертва одна, жертва вторая. Ну, вот так он играл. Ну, в принципе, неудивительно. Для игрока, который играет огромное количество партий сеансов одновременной игры, нужно быть максимально агрессивным. И чтобы даже если соперник проигрывает, но получает какой-то такой мат, эта партия нравится сопернику. Вот за счет этого, безусловно, Блэкберн был очень опасным соперником. И также, безусловно, он попал в клуб Чигорина, поскольку уже, когда он не был в втором мире, он все равно попадал в десятку. И вот эта партия против уже нового чемпиона мира Ласкера, который Блэкберн опять-таки показал, что очень опасный соперник. Ну, надо отметить, конечно, что вот то, что сейчас произошло, d3 ход очень странный. Надо было, конечно, менять ферзей. Ну, не чувствовал Ласкер, видимо, опасности, поскольку до этого победил Блэкберна в матче. Видим стремительную атаку уже в исполнении черных. Ну, надо отметить, что в фазе добивания это не очень хорошая партия, но она, в принципе, показывает тактический удар, затем второй штурм, и добивание уже идет, поскольку позиция короля белых крайне печальная, теряется конь, и Ласкер сдался. Поэтому что могу сказать? Возможно, если бы он играл матч со Стейницем, он бы хорошо бы сопротивлялся, но, скорее всего, бы матч со Стейницем он опять бы проиграл. Тем не менее, в качестве примера, как играли шахматисты в конце 19 века, Блэкберн, безусловно, один из сильнейших шахматистов данного исторического периода. А мы движемся далее. На очереди у нас Исидор Вунсберг, как по мне, самый непримечательный претендент на первенство мира в истории матчей на первенство мира. Родился в Венгрии и затем переехал в юном возрасте в Англию, где и провел всю свою карьеру. Но, однако, надо отметить, что, согласно сайту Chessmetrics, он в момент 1889 года имел с исторической точки зрения самый высокий рейтинг, но, безусловно, он более известен как номер 2 в данный период времени. Но его карьера по сравнению с другими игроками продлилась крайне мало, поскольку фактически после матча на первенство мира он не принимал участие в турнирах огромное количество лет, а когда начал принимать участие, то он очень низко занимал места, даже в мировую десятку он не попадал. Так что карьера была очень короткая, он перешел затем в шахматную журналистику, и в данной подборке партий его партии с 1885 года до 1891 год, начало года, матч на первенство мира. Ну и сразу же отмечу, что по сантипешкам самый худший результат — 28 средняя потеря сантипешек, 6,6% грубых ошибок. И неудивительно, поскольку этот стиль игры крайне агрессивный, и видим, что никакой позиционной игры
в нем нет. Так что это как раз пример шансового атакера, как сейчас называют. И если сравнивать с предыдущими игроками, он идет, конечно, в самый низ данной категории. Но надо отметить, что у него было несколько хороших турнирных результатов, кроме турнира, о котором только что упоминал. Еще в 1888 году он выиграл британский конгресс, и в Конгрессе США 1889 года он занял 4-е место, но для такого большого турнира это не такой большой отрыв от победителей Микса Вайса и Чегорина, о котором мы поговорим позже. Но сейчас очень кратко Микс и Вайс. Я считаю, что очень недооцененный шахматист, и, возможно, он просто занял Гунсберг место Микса Вайса в матче на первенство мира, поскольку выиграть такой конгресс — это, конечно, очень сильный результат. Просто посмотрите на эту партию, как Микса Вайс провел атаку, и тут задаешься сразу вопросом, тот ли игрок играл матч на первенство мира. Смотрите, какая позиционная атака за черных. Все фигуры подходят к атаку, и в нужный момент идет вскрытие игры, тактическая жертва и избитие белого короля. Так что, мне очень сложно сказать, почему все-таки согласился Стейниц играть именно с Гунсбергом. Микса Вайс, после того, как он не сыграл матч на первенство мира, закончил карьеру и стал банкиром. Шахматная история могла сложиться несколько иначе. Чтобы показать всю трэшовость стиля игры Гунсберга, очень хорошо это демонстрирует матч с Чегориным, который он сыграл в ничью. Мы о Чегорине сейчас поговорим сильнее, но просто чтобы понять, что могло происходить. Ужасный разгром должен происходить. Смотрите, как король Гунсберга идет вперед. Ну и здесь компьютер просто ставит мат в несколько ходов линейным матом, если сыграть войдя c1. Но Чегорин сначала выпускает победу, а затем удивительно, что он вместо того, чтобы дать вечный шах, решил поиграть на победу, имея столько материала, и тут слишком много фигур у черных, и Гунсберг далее побеждает. Что я могу сказать, сумасшедшая партия, такие маневры королем, в принципе, показывают сверхагрессивный стиль игры, но ничего общего с современными шахматами данная партия не имеет. А относительно матча против Стейница, надо отметить, что современники расписывали этот матч как Гунсберга позиционный шахматист, который продемонстрировал, как нужно играть со Стейницем. Но я совершенно с этим не согласен. Просто посмотрите на эту партию. То есть здесь Стейниц начинает эксперименты, начиная с хода ферзь b6. Еще раз повторю, что Стейниц позиционный шахматист, но поскольку шахматы на тот момент не были настолько исследованы игрой, то некоторые его концепции были неверны. Просто посмотрите на все эти хода. Ферзь b6, конь g4 и затем f6. Максимально антипозиционно с современной точки зрения. И, конечно, белые захватили центр, все фигуры стоят лучше, и далее проводится медленная позиционная атака с тактическим ударом в один момент. Опять, и все. Позиция развалилась, фигура потерялась, и далее белые довели перевес до победы. Также надо отметить, что Стейниц сразу же через несколько партий понял, как играть против тихоитальянских с ходом d3, и он d6, конь e7, то есть никаких таких резких ходов, занимаем центр, то есть видим максимально классическая игра. Очень похоже на современные шахматы, у белых слабости на королевском фланге. Постепенно Стейниц позиционно проводит атаку, использует слабые поля. Понимание шахмат и уровень позиционной игры. И в какой-то момент черные побеждают. Перевод коня на d4. Все очень красиво и очень современно выглядит. Также надо отметить, что Гунсберг затем использовал оружие Чегорина. Стейниц очень плохо разыгрывал, как мы увидим. Битаванса за черных. И разгром в этой партии произошел. Видим, что ферзь f6, a6 Стейниц так любил до какого-то момента играть, пока его не стали избивать в каждой партии. Так что эта партия демонстрирует, можно избить Стейница в нестандартной позиции. Но затем Стейниц все-таки смог найти и оружие против данного гамбита. И также белыми, когда играл Стейниц, Гунсберг испытывал проблемы. Стейниц любил разыгрывать через d4. Дебюты уже не покажешь
суперострые варианты. И его соперники, как мы увидим, и Гунцберг, и далее Чегорин, они в таких вариантах плавились. Ну, видим, просто фланг не развит, идет позиционная атака в какой-то момент. Тоже очень современная партия, как постепенно обыграть соперника, сделав серию позиционных ходов и атака без жертв материала. Поэтому, как по мне, Гунцберг случайно играл матч на первенство мира. То, что Стейнец выиграл с таким маленьким счетом, это скорее вопрос формы и уже возраста. Поэтому я считаю, что Гунцберга здесь вообще не должно было быть, и мы движемся дальше. И на очереди у нас Михаил Иванович Чегорин, который играл с Стейнецем 2 матча на первенство мира. И в целом первый матч на первенство мира был по удивительной причине, поскольку Стейнец проиграл дважды Чегорину в турнире 1883 года. Мы же не знаем, как играл Чегорин в период между 1883 годом и матчем на первенстве мира 1889 года, поскольку партии, сыгранные в Российской империи, видимо, не сохранились или их просто не было. Надо отметить, что, согласно историческому рейтингу, Чегорин в период между 1889 годом и 1897 очень много раз, 17, был вторым рейтингом мира. И если говорить про интервал, который мы будем рассматривать, это интервал между 1889 годом матчем на первенство мира и турниром в Кембридж-Принце 1904 года. Лучшие результаты, продемонстрированные Чегорином, это турниры в Гастингсе, второе место после Пилсбери, и все могло быть иначе, если бы Чегорин на финише турнира не проиграл партию Яновскому. Дележ первого места с Чарузиком в турнире в Будапеште 1896 года и победа на перебое у шахматиста, который, к сожалению, очень рано умер. И также в 1903 году турнир по принятому королевскому гамбиту, и Чегорин, безусловно, продемонстрировал свой уровень и победил с огромным отрывом. Но и также я не учитываю, но в втором и третьем турнирах Российской империи Чегорин занимал уверенно первое место, поскольку на тот момент он был первым номером с большим отрывом. И теперь поговорим о точности игры Чегорина. И надо отметить, что, безусловно, если сравнивать с предыдущими соперниками, то точность игры Чегорина была самой лучшей, 24,5 сантипешек, и даже это лучше, чем показатели Стейнеца, что неудивительно, поскольку мы видим, что часть карьеры, которая берется в этом этапе, уже была после того, как Стейнец потерял звание чемпиона мира, а Чегорин в некоторых турнирах мог демонстрировать хорошие результаты. Но также надо отметить, что стиль игры, безусловно, это высшая степень агрессивных и рискованных шахмат. Видим, позиционная игра 0%. Ну, тем не менее, все-таки Чегорин немного умел играть, хотя это не лучший его показатель. Поэтому, безусловно, по стилю игры Чегорин тоже отправляется, как это неудивительно, но такая эпоха, в атакующие интуитивные шахматисты, и он находится в вершине данной категории, поскольку даже после матча на первенство мира он адаптировался и демонстрировал хорошие результаты, в отличие от оставшихся перечисленных шахматистов. И рассмотрим, что произошло в первом матче на первенство мира. Надо отметить, что оба соперника, и Чегорин и Стейнец, были максимально подготовлены за белый цвет, и просто первые партии матча была жестокая рубка. Чегорин постоянно выбирал за белых гамбит Эванса. Ну и вот одна из этих партий, первая партия матча, которая, в принципе, все демонстрирует. Стейнец постоянно забирал пешку, и в большинстве партий вот что-то подобное происходило. То есть на выходе из дебюта разгром, лишний материал, и Чегорин побеждает. Но когда играл Стейнец против Чегорина белыми, то Стейнец в этом матче обратил внимание на то, что у Чегорина большие проблемы с дебютом на закрытые дебюты, и он громил Чегорина в защите Чегорина. Вот данная партия очень хорошо демонстрирует то, что это максимально антипозиционный дебют. Белые заняли центр, далее они просто забирают материал, и черные играют с открытым королем. Это более похоже, кстати, уже на скандинавскую защиту по характеру игры.
Стейнец все забирает и побеждает. Ну, миниатюра фактически. Так что долгое время на протяжении этого матча они обменивались победами, но в конце матча произошел ключевой момент. Это партия номер 15, где, как видим, снова был разыгран Гамбит Эванса, и Чагорин получил выигранную позицию. Если он выигрывает в этой партии, то он отстает в матче всего на 1 очко, и тут в какой-то момент компьютер показывает просто уже разгром должен произойти. Но Чагорин потерял нить игры в один момент и доигрался вот до этого момента, что тут уже надо делать ничего, но Чагорин решил продолжить партию, как мы видим. Это его принципиальность уже была продемонстрирована в сумасшедшей партии против Гунцберга, где король гулял. И в какой-то момент атака затухла, Стейнец отбился и победил. Ну и затем он добил Чагорина в оставшихся партии и победил в матче. И, казалось бы, здесь история могла бы закончиться, но она имела продолжение. А произошло следующее. Стейнец, как обычно, был великим теоретиком и написал статьи по поводу того, что он придумал хорошие дебюты. В целом, что да, он проигрывал партии Чагорина в данном Гамбите Эванса, но это дебют плохой. Также Чагорин продемонстрировал, что он может играть новый дебют, именно вместо итальянской партии можно сыграть защиту 2 коней, и Стейнец раскритиковал дебюты. Чагорин же сказал, нет, это хорошие дебюты, я отдаю пешку, но я получаю инициативу, и у них произошла теоретическая дуэль, они сыграли матч по кабелю, и оба партии данного матча закончились разгромом. Ну, просто посмотрите, какое избиение. В принципе, Стейнец не сделал выводов по матчу, видим, снова пешка на d6, да, временно, конечно, лишний материал, но посмотрите на фигуры черных. Чагорин чувствовал динамику и чувствовал, что не может такое работать, и учитывая то, что это партия по телеграфу, и времени подумать было много, безусловно, это в пользу тех игроков, которые динамичны, и дальше белые постепенно добили соперника. И то же самое произошло в другой партии. Мы не видим пока данный дебют, но вот этот вариант, который Чагорин разработал, и я никогда не понимаю, если честно, зачем белые так играют. Да, они забрали эту пешку, но они попадают под инициативу, Чагорин надвинул центральные пешки вперед. Партия, которая очень хорошо демонстрирует инициативу, далее жертва пешки. Да, у белых лишняя пешка, но просто посмотрите на активность фигур соперника, и в результате действительно жертвуется еще и ферзь. Атака продолжается такая очень долгосрочная. Ну, тут, конечно, партия с ошибками, но тем не менее она демонстрирует замечательную фигурную игру Чагорина. И вот эти две партии стали предпосылкой для матча, и матч складывался очень странным образом. То есть Стейнец играл в стиле кошка против мышки. То есть иногда он идет на эти принципиальные варианты. Действительно, как в матче первой партии уже произошел разгром. Снова этот вариант, но обратите внимание, что Стейнец уже передумал, и ферзь f6 перестал играть. В один момент мы увидим, что он нашел, как правильно играть. Ну, увидим, опять-таки, Чагорин без пешки, происходит жертва. У белых инициатива, идет вперед и добивает. Так что вот такое вот начало матча, но надо отметить, что Стейнец в 4-й партии матча решил уже, что надо играть в испанскую партию. В испанской партии действительно он разработал данную схему развития, что он ждет короткой рокировки, сам создает атаку на королевском фланге. Ну, наверняка вы все видели данную партию. Очень красивая и демонстрирует, как атаковать короля соперника в нужный момент. Но Стейнец тактический удар для жертвы ладьи. Мотовая атака короля в центре доски. Затем происходили очень странные события, поскольку вроде бы он понял, что надо делать. Но он время от времени начал играть слон на c4 на 3-м ходу, и фактически вся партия Стейнец проиграл в данном варианте. Опять-таки Чагорин продемонстрировал, что он постоянно создает атаку на короля и захватывает инициативу. Это одна из самых известных партий. Жертва на d3, которую даже жертвой нельзя назвать. Ну, разыграл Стейнец. И так продолжалось достаточно долго, пока Стейнец не нашел противоядия. Да, он проиграл эту партию, но все хода
которые делает Стейнец против Гамбита Иванса, являются лучшими согласно современного компьютера, начиная с этого момента. Ну, 0-0 компьютер говорит, что это неточный ход, что надо сразу d4 играть, но в целом вот весь этот вариант Стейнец без компьютеров нашел что-то лучшие хода, и вот возникает данная позиция. Ну и в партии Стейнец ошибся. Он сыграл конь на c2, после чего забирается конь, и у белых решающий перевес, поскольку две легкие фигуры, безусловно, в этой позиции лучше, чем ладья. Но я так понимаю, что оба соперника сразу же после партии провели анализ и сделали вывод, что ход b4 дает черным серьезный перевес. И, исходя из этого, Чегорин потерял свое оружие, а Стейнец в какой-то момент понял, что все-таки надо сыграть на результат, и начал белыми играть, как в первом матче. То есть зачем лезть в очень острые позиции, если можно сыграть позиционно, вот, например, 22-я партия матча. Разыгрывает ферзевый гамбит, и Чегорин абсолютно не готов, конечно, ЕД надо бить в этой позиции, он просто отдает пешку и не получает никакой компенсации. Его занимает центр, теряется фигура. Ну, все, скажем, относительно данной партии. И, наконец, решающая партия данного матча — это партия номер 23. То есть Стейнец нашел оружие, Чегорин приходится менять дебют, он играет королевский гамбит, у него выходит, скажем, плохо. Кстати, конь f6, конь h5 — это современный способ разыгрывания королевского гамбита, что опять-таки говорит, насколько в течение данного матча соперники дошли до очень хороших дебютных идей, когда сыграли большое количество партий. Но Чегорин очень плохо разыграл дебют, и он получает просто безнадежно. Но тут начинаются какие-то чудеса. Мне это сложно объяснить, кроме тем, что оба соперника уже ужасно устали. То есть в этой позиции черные почему-то играют h4. Ну, ударить на g3, ладьи заходят по линии e и d, у черных огромный перевес, и затем жертвуется фигура. Сложно мне сказать. Ну, это явно какой-то тактический зевок был, и, безусловно, у Чегорина замечательная возможность выиграть данную партию, сравнять счет матча 9-9, и непонятно, чем закончится. Возможно, Чегорин станет чемпионом мира, но Чегорин под огромным напряжением зевает в один ход мат. Он b4 снял напряжение с h2 и мат. Вот такое вот завершение трагическое для Чегорина матча. Чегорин, наверное, мог бы сыграть еще один матч с Стейнецем на первенство мира, но он решил сыграть матч с Тарошем. Тем временем надо отметить, что Ласкер сделал вызов и победил, о чем мы поговорим в следующем видео. Поэтому надо отметить, что у Чегорина, наверное, была еще возможность поиграть матчи с Ласкером, если бы он выиграл в турнире в Гастингсе. Но вот то, что случилось с Яновским в предпоследнем туре, как бы сложно вообще объяснить. А именно, во-первых, Чегорин разыгрывает почему-то такой дебют. Затем ферзь Е2 делается ход 3-0, и потом ферзь F3, конь Е2, то есть хода, которые просто теряют время, и такой ужасный разгром далее получает. Ну, как бы 14-й ход безнадежно в тот момент, когда он ведет в турнире. Наверное, все-таки психология не очень хорошая была у Чегорина, поскольку много таких сложных партий играть, надо быть максимально уверенным в себе и также физически быть готовым. Поэтому, безусловно, если бы Чегорин стал бы чемпионом мира, то мы бы не удивились. Ну и небольшой задел на будущее. Почему Стейнец проиграл Ласкеру? Ну, скажем, сложно сражаться, когда автомобиль Формулы-1 гонится против обычного автомобиля. Обратите внимание на показатели Ласкера 17,8, учитывая то, что мы берем период карьеры аж до 1925 года, то это фантастическое число. Поэтому не было шансов у Стейнеца. И если говорить про данную эпоху, мы увидели, что Стейнец продемонстрировал, что его позиционная идея, она очень хорошая, что с помощью позиционных шахмат можно побеждать, можно отбить атаку соперника, если атака не была подготовлена. К сожалению, для Стейнеца он не полностью понимал стратегию и давал соперникам шансы. И если бы Чегорин стал бы чемпионом мира, возможно, бы это не было бы неожиданностью. Но, тем не менее, даже не став чемпионом мира, Чегорин продемонстрировал, что можно делать долгосрочные жертвы, и этим обогатил шахматы, и этим предвидел фактически эпоху гипермодернизма, которая начала развиваться после Первой мировой войны. На этом все. Если вам понравилось данное видео, можете написать в комментариях, нравится ли вам подобный формат. И до новых встреч! Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки.
Оставляйте комментарии под видео. Также можете оформить спонсорство на канал,